какая из них. Почему у меня камера не включается тогда? Ну, странно. Сейчас еще раз попробуем. Может она еще нагрелась. Не захотела. Не включается. Включилась. Дольше надо было подержать. Балбес. Ладно. Пусть это заряжается. Так, ребят, ну, в общем, протупил. Надо было чуть дольше подержать. Батарейки заряжены, все. Включил. Есть у меня, оказывается, я давно покупал. В автомобиле у меня есть 220, что мне делает. И вот можно зарядить. Ну, можно зарядить и не обязательно из 220, можно зарядить и от USB, но если потянет эти две батарейки, не знаю. Но мы сейчас 220 попробуем, пусть зарядит. Что сможет, зарядит. Вот 8% уже зарядила. А потом попробуем включить на USB, потому что на USB может не потянуть, тут вырубить. Напишет, что в прошлый раз мне написала, что-то я заряжал, не помню. Написала превышен лимит, напряжение или зарядка, или что-то такое. Написала и все. И не заряжала. Ну ладно, это мой косяк был. Все работает. Замечательно. Будем снимать дальше. Посмотрим, сколько этот файл записал минут. Посмотрим, как его закрыло. Что написала это. Все, конец записи. Батарея заряжена. Ну ладно, бывает. И что, все мы люди, да. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Так, 15-19 мы приедем. Тут сейчас, махинации такие всякие. Не мог то включить, не мог то включить, не мог туда включить, не мог так включить. Ну, в общем, смог в итоге. Так, выпил. Батарейку выпил. Едем дальше. Кстати, город, в который мы едем, он маленький, колхоз колхозом. Ну так, я не восхитительный, просто маленький очень. И он знаменит зоопарком. Там зоопарк сафари. Сел и поехал. Зоопарк. Не был. Ну вот собираемся съездить. Посмотрим, что из этого получится.
еще мне нравится у федерастов, как они хвастаются пятой экономикой в мире. Вот. Отсутствие безработицы 2,8%. Их же депутаты говорят, это все хорошо. Ну, там один выступал, я прямо аж зааплодировал. Что такое безработица? Низкая безработица 2,8%, да? Это значит, что если предприятие хочет, ну, то есть у него что-то получается, да, и он хочет мощностя нарастить, построить дополнительный цех, то людей негде взять. Все работают. Развития нету. Маленький процент безработицы, это плохо. Также и отсутствие инфляции, это плохо. Когда есть так называемая дефляция, это что значит? Ну, просто теоретически, или предположительно, да, вот все стоит на одной этой, как его, цене, нет развития, цены не растут туда-сюда. Будет что значит? Что не будут покупать продукцию, вот рынок стоит, предприятия начнут терять пойдут в убытки. А он что будет делать, чтобы мог снизить цену на продукцию, чтобы ее покупали? Он или снизит цену на продукцию, или снизит зарплату. Раз он снизит цену на продукцию, чтобы ее продали, у него прибыль снизится. Ему надо эту прибыль где-то взять. Он начнет понижать зарплату. Это ж просто. Даже не надо высшую школу математики заканчивать. Или экономики, что там заканчивается. Ну, естественно, мои знания поверхностные, но вот я это так понимаю. Так оно и будет. Поэтому инфляция и безработица, они только делают рост. Все лезет на уровень. Все движется вперед. Ну а вы что? Ну а вы весь мир федерасты тянете назад, потому что вместо того, чтобы развиваться, куда-то инвестировать, вы инвестируете в военно-промышленный комплекс. Это хорошо, но нет товаров народного потребления. Вы не инвестируете в них и не производите. То, что вы произвели снаряд или танк, внутренний валовый продукт у вас вырос, вы его написали, а то, что завтра этот снаряд улетел, взорвался и ничего из него не получилось, вы не смогли его продать, чтобы получить деньги. Вы его взорвали, вы уничтожили товар своего производства. Нет дальше цепочки. Все. Это крах экономики. Оно еще на какое-то время будет идти, потому что там работают люди, они получают деньги, но за эти деньги они ничего не смогут купить. Появляется дефицит продукции на обычного потребления, там, народного потребления или нормального, как правильно сказать. А отсюда, от дефицита появляется цена, то есть будет инфляция, скачок цен, деньги будут обесцениваться, все, задница. Здравствуй, 80-е. Вы, пипец, вы что, не понимаете это? Да это же элементарно. Охренеть. В 3 смены они работают. 5-я экономика в мире. А паритет покупательской способности 51-е место в мире, блин. Охренеть, блин. Ну, тупорылые, блин. Или... Я не знаю даже, как назвать. Блин. Ну, так вот, периодически меня тут волны накрывают какие-то, там что-то вспомню. Рассказывают волшебные вещи. Как говорит один Володя из Америки, я вас тут просвещаю. Красавец. Я вас просвещаю.